Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы продолжаем с вами проходить такую игру, как Spellforce The Order of Dawn. Третья карта Элони. Первое, что мы делаем, это, понятно, выходим из портала. Идем вперед и сразу натыкаемся на гоблинов. Уничтожаем небольшой отряд и идем дальше. Спереди у нас находятся паучки. Тоже их уничтожаем. Спасаем от них эльфийку. Эльфийку звать Сидахан. В результате разговора с ней мы понимаем, что Сидахан в ужасе от развязанной войной наемниками Бронигана. Мы ей говорим, что не все потеряно, а она сопровождает нас к храму служения, по пути уничтожая всякую живность. Второй этап. Мы разговариваем с ней же у храма служения. Она нам рассказывает, что проход перекрыт вратами, а ключ украл Зарн-предатель. Его лагерь на западе от храма служения. Что мы делаем? Начинаем, как обычно, строительство базы, а героя отправляем на передовую, защищая проходы к лагерю. Пока строятся войска, строится база, можно зачистить расстояние от нашей базы до базы противника от паучков и гоблинов. Тут мы можем немножечко прокачаться. Дальше у нас два варианта развития, как всегда. Либо мы строим 4 арбалетные башни у врат, которые прикрывают базы с двух направлений. Собираем отряд из 10-15 воинов и уничтожаем лагерь и войска Зарна-предателя. Забираем ящик, забираем ключ и освобождаем источник Араи, который нам нужен для строительства жрецов, которые восстанавливают здоровье. Второй вариант: никуда не торопимся, строим в том числе и в том же месте 7-8 башен, а то и больше. Собираем армию как минимум из 30 воинов, минут 15-20 ждем после этого и повторяем первый вариант. Ну, второй вариант, как я, собственно, и говорил, дает больше опыта и средств. Следующий этап. Мы открываем ворота и никуда не двигаемся. Сосредотачиваемся рядом с нашими арбалетными башнями и ждем мощного удара армии гоблинов. Из двух подсвеченных лагерей противника около 80% войск будут наступать на наш лагерь. Тут-то нам и помогут наши арбалетные башни. Но такой интересный момент. Бывает, что они не атакуют, и тогда просто атакуем мы. Либо давайте послушаем два варианта развития ситуации. Первый вариант — это мы сразу на них наступаем, если у нас хотя бы есть 25 воинов. Но это только в том случае, если их армия не двинулась на наш лагерь. Если двинулась, то мы сначала отбиваем первую атаку, а потом переходим в наступление. Сначала наносим первый удар по восточному стану противника, громим его, забираем ящик и наступаем на западный лагерь. Расчищаем территорию от гоблинов, захватываем второй храм служения людей, строим рядом с городом эльфов 4-5 башен и 1-2 белые руки. Или хотя бы просто 3 арбалетные башни. Добиваем армию противника, если она на нас наступает. И если у нас хотя бы имеется 30-35 воинов, не считая тех, которых нам выделили эльфы, мы наступаем, переходим на речку и атакуем. Если нужно добрать сил, то пока строятся укрепления и новые отряды, находим 2 отряда эльфов. Один находится рядом с подъемом на нашу базу, где-то на северо-востоке. Второй прямо на востоке от первого вражеского лагеря, который мы уничтожили первого, когда наступали. Как они доберутся до города эльфов, говорим с ними и получаем опыт. До этого обязательно нужно поговорить с главой поселения Ликандой. Берем задание на лекарство у Свердис и на шкуру от Ашаф. Это задание на уничтожение зверолюдей. Забираем ящик на севере от поселения эльфов, отражаем контрудар банды кулака и переходим в наступление, уничтожая третий лагерь банды за рекой. Второй вариант. Все то же самое, только не торопимся, ждем, пока из двух первых лагерей не будут наступать по 2-3 гоблина, а поначалу они будут большими толпами наступать. И только после этого идем в наступление и все повторяем, как в первом варианте. Только не уничтожаем третий лагерь за рекой. Ждем, пока орки не будут наступать совсем малыми силами. Пока ждем, можно выполнить дополнительные квесты и взять новые. Увеличиваем армию до 50 воинов, не считая тех, которых нам дополнительно дали эльфы. После громим третий лагерь, забираем ящики, доходим до зданий эльфов. Тут мы делаем остановочку в нашем наступлении. Там есть тропинка на запад через горы. Отправляем туда всех. Героя держим либо сзади колонны, либо в середине. Доходим до конца ущелья и натыкаемся на драконита. Убиваем его и забираем сверток
с кристаллизированной Арайей. После наступаем на 4-й лагерь противника. Внимание, очень важно, не трогать 3-й отряд эльфов, пока вы не уничтожили 4-й и 5-й лагеря противника. После уничтожения 5-го и последнего лагеря кулака забираем ящик, активируем связующий камень рядом с порталом, и только тогда решаем вопрос с 3-м отрядом эльфов. После отправляемся с ним в город эльфов, завершая цепочку заданий последний лут. Но это еще не все. Расслабиться думали, да? Вообще-то враги еще не закончились на этой карте. Что мы делаем? Направляем свои войска ко 2-му храму служения людей. И идем на север. Там есть еще один проход, у которого стоит человек по имени Дженкай Танец Солнца. Он просит найти способ открыть врат в западные земли, это земли зверолюдей и огров, и спасти родных и сотоварищей. Ключ нам дала Ликандра, когда мы освободили поселение эльфов. Открываем врата и нападаем на лагерь огров. Будьте осторожны, там войска сильнее отрядов кулака, поэтому герой должен быть не в первых рядах. Громим огров и освобождаем пленных. Разговариваем с сестрой Дженкая. Она рассказывает о причине их пленений и о особенной Аравии. Она у нас уже есть, это мы которую отняли у Драконида. Продаем ее, получаем опыт, идем дальше на запад и громим лагерь и войска зверолюдей. Не забываем про ящики. В плену у зверолюдей был некий человек, который сильно измотан пленением. Он говорит, что вы должны остановить его брата, от которого захватил некий демон, связанный с какими-то там снами плохими. Решаем вопрос с демоном, забираем камень у погибшего бедняги, отдаем освободившегося от плена человеку. Следующий шаг. В городе эльфов находится торговец Марк Шамир. Покупаем у него проекты зданий людей, животноводство, зерновая ферма или лесопилка. Остальные нам не нужны, остальные бесполезны. К примеру, гильдия рыбаков — это та же рыбацкий дом, который у нас есть с самого начала. На покупку этих проектов нужно, например, 20-25 серебряных монет. Но это того стоит. Таким образом, имея зерновую ферму, нам не нужно уже строить какие-то там домики охотников или там подобное. У нас есть животноводство и зерновая ферма, которые постоянно нам в бесконечных количествах, все зависит только от времени, приносит нам еду. Также покупать ли у этого торговца руны? Жрица Дейдра и менталист Зоя в будущем пригодятся, но мы их можем купить позже, потому что они сейчас стоят очень дорого, возвратившись через связующий камень. А вот покупать руну мага Антара не вариант, довольно слабый герой. Более в Элоне нам делать нечего. Но есть нерешенные вопросы в предыдущей карте Леонор. Перемещаемся к храму героев. У вас должен быть вариант героев боец Истван и лучницы Котлины. Втроем нападаете на призрака песца у заброшенного рудника. Без проблем его побеждаете. Забираете у него перо, кольцо и дневник. Направляемся сначала к торговцу Ортуху. Тот сообщает, что это был адъютант Юдвина, но в его отряде был еще следопыт. Добавляет, что дневник Юдвина не разобрать, слишком древние письмена там используются. Он отправляет нас к Дарию. Тот удивлен подобной находкой, награждает нас большим количеством опыта. Тут можно заметить, что появился очередной призрак у рудника следопыт. Решение за вами. Победить его можно, но крайне сложно. Есть два варианта. Это за белого и черного мага. Белый маг просто восстанавливает здоровье своим сотоварищам, а вот черный маг создает 4-5 с помощью магии и некромантии скелетов и нападаем на этого следопыта. И потом героями отступаем так, чтобы скелеты окружили и начали атаковать этого призрака. После этого мы снова нападаем на него, активируем различные боевые ключи и так далее, и начинаем его бить, но так, чтобы призрак не атаковал по нам. Если он начинает атаковать по героям, отступаем. Если у нас заканчиваются скелеты, то мы их снова призываем. Но сразу хочу сказать, в любом случае это сделать будет очень сложно. И если вы не смогли победить сейчас, то не расстраивайтесь, вы это можете сделать сразу после прохождения следующей локации. Если же вы победили, я вам хочу сказать, что очень большим подспорьем вам будет это боевой клич, честно говоря, то возвращаемся к Кортуху снова, а тот говорит, что такими темпами скоро появится сам Юдвин, его прислуга, а сам вот этот вот главный так называемый пропавший. После разговора он действительно появляется у рудника со знаком вопроса, но не радуйтесь, как только вы с ним поговорите, он на вас нападет, и враг этот будет уже не 15-го, не 10-го и не 18-го, а 20-го уровня. Сейчас вам с ним не справиться, поэтому и говорить с ним бессмысленно, так что не подходим с ним и даже не разговариваем. Также у вас есть волшебное перо, его следует отнести Габару в город Тень.
После он вам дает новое задание найти волшебный мел, отняв у орочего шамана. Выполнить это задание можно на следующей карте Зеленолистье. Если вы победили призрака, следопыта 15 уровня, то у вас в инвентаре появляется сломанный лук. Он пригодится после карты Перевал Дикоземья. К тому же, пока вы находитесь в городе Тень, по возможности купите руну воина Ройера у торговца Финвиль. Что касается задания лекарства от ран, то нужно в городе Тень рядом с торговцем Финвия найти торговца Вальдис. От нее мы узнаем, что не то что эликсира, у нее вообще ничего нет. А поставки новых товаров давно уже не было. Теперь нужно доставить ей эти товары, найдя ее поставщика по имени Флан Гондерсон. Он находится на карте Перевал Дикоземья. То есть нам это просто по пути. Насчет задания от Ашаф, ей можно продать все найденные шкуры зверолюдей и получить деньги и опыт. Но опыта дают мало, как и денег, поэтому более логично либо их оставить для будущих выполнения некоторых заданий, либо, как самый лучший вариант, когда в начале игры денег мало, просто продать эти шкуры обычным торговцам. Я, к примеру, продал, если я не ошибаюсь, за 45 серебряных монет каждую шкуру. Теперь можно отправляться в Зеленолист. На этом наш обзор этой карты заканчивается. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. И до свидания, до скорых встреч, товарищи!